Всем салют! Сегодня мы рассмотрим Леонида. Спартанец у нас появился уже довольно-таки давно в игре, но когда он появился, он не сыскал какой-то славы, популярности, ввиду того, что навыки его какие-то были сложные, непонятные, и люди не стали его массово брать. Хотя очень многие взяли его для того, чтобы использовать его талант основной на арене или использовать в мобилизациях. Со временем, конечно, разобрались, как его готовить, с чем его есть, так сказать. И теперь он очень популярен довольно-таки. И много его встречаем. Поэтому сделаю небольшой разбор. Герой у нас баланса. Поэтому его можно встретить как и на медведях, и на темной фракции, и, соответственно, играющего через магов. Вот. И, несмотря на то, что он баланс, мы видим, что явный перекос именно в атакующей фазе, да, то есть защита у него проблемы. Поэтому при выборе питомца стоит обратить внимание на то, чтобы подтянуть эти показатели. Очень хорошо заходят те, которые дают ему живучесть, такие как золотой дракон, король драконов, лис. Они повышают защиту, выживаемость и позволяют Леониду выигрывать бои. С атакой у него проблем нету. Вот. Одна из уникальных его возможностей — это его основной талант, который дает возможность увеличения урона при тех стеках, которые будут атакованы, стеки ближнего боя. И это очень интересный талант, да, то есть особенно если мы возьмем, к примеру, золотого дракона, он позволяет нам очень много выдержать урона, соответственно, накопить эти вот повышения урона, и когда пойдет в атаку Леонид, нанести очень много дамага. Вот. Ну, это очень хорошо все работает с его навыками, с которым мы сейчас вернемся. Один из этих навыков вот это рев. Он позволяет нам в начале боя Леонид или накладывает баф на своих войска, или же стеки соперника накладывают дебаф. То есть мы вот можем увидеть, соответственно, повышая или понижая урон. Благодаря тому, что у него последний навык, вот, где он тут у нас дает шанс увеличить количество проклятых стеков, да, или наоборот бафнутых от 1 до 3, добавляет 1 или 2 еще сверху. Соответственно, можно нанести дебаф на 3 стека соперника, который получит снижение урона, и подойдя, например, к нашему танку, не нанесут ему особо урона. То есть они подходят, бьют, казалось бы, да, часто задавали вопросы, почему варвар с высокой атакой. Я думаю, многие обращали внимание, подходят к стеку соперников, у которого невысокий показатель защиты, ввиду того, что защита у спартанца маленькая, да, но не могут его убить, да, казалось бы, если бы это был другой герой, там стеки падают с удара, здесь он выдерживает 2-3 атаки. То есть это все за счет того, что этим ревом происходит дебаф, и урон очень сильно понижается, как мы можем увидеть, до 50%. А если учесть, что у него есть такое копье, это пробуждение, которое дает, да, но еще увеличивает эффект резонанса еще на 20%, да. То есть, соответственно, урон еще больше или увеличивается, или понижается. И зачастую убить какой-то один стек очень сложно бывает, да. То есть, если проклятие проходит на 3 ваших атакующих юнита, то это может привести, конечно, к печальным последствиям. Поэтому, поначалу многие не могли понять, что это дает. Не задавались, так сказать, вопросом, не вникали, особо не читали, потому что эти цифры не видны в бою, то есть это нужно вникать, и люди предпочитают этим не заниматься. Также вот он может нанести баф на своего, на стек свой, который там был ранен, или, неважно, да, то есть, и повышает, добавляет ему вампиризм, повышает ему урон, снижает получаемый урон. И, соответственно, если этот стек был с бафом рева, на него накладывается дополнительная метка, метание копья, да, вот это, мы получаем очень серьезный эффект
там стек даже полупустой, ну, наполовину там убитый, подходит, сносит любой практически стек соперника и восстанавливает практически все жизни. Тоже очень интересный такой эффект. Ну и самое главное, вот как бы оружие, это ульта, которой он наносит урон по сопернику. Соответственно, очень эффективно это против дальников. Есть возможность, что в следующий ход пораженные юниты, стеки соперника не будут ходить. Это очень эффективно, когда вы сражаетесь с теми, кто использует сборку с ледяными лордами, да, и медузами. То есть, когда проходит, эти копья пролетают по медузам, по обеим. Соответственно, они пропускают обе ход, и считайте, победа у вас в кармане. Очень интересные такие моменты, да, то есть наблюдать за боями Леонида очень интересно, да, то есть это не что-то такое однобокое, как у варвара, да, которые там что-то где-то подошли, там медведи или еще кто-то, и сейчас мы найдем бой, и как бы всех поубивали, ничего не заметили. Ну, тут, наверное, я не того соперника выбрал, к сожалению. Тут не будет бой, будет короткий. Тут я на арене не ходил далеко. Вот, к сожалению, может, найдем сейчас кого-нибудь посильнее. Ну, вряд ли тут просто. Тут он особо не попроклинает. Ну, вот, кстати, шаман, контргерой. Здесь как раз то, что я говорил. Может быть, мы увидим именно применение молчания на дальних юнитов. То есть здесь у меня стоит, правда, не тот питомец почему-то. Обычно я использую Леонида с как раз золотым драконом, но что поделаешь. Сейчас ускорим. Соответственно, ну, тут ничего удивительного. Тут какие-то старые сборки у меня еще. Что-то я 100 лет в обед. Вот мы видим, проклятие зелененьким происходит. И, соответственно, стеки эти. Вот мы видим, только что было нанесено проклятие, которое давало молчание этому стеку. Но он не дожил до молчания, его гораздо быстрее убили. То есть, ну, можно было увидеть детализацию. Соответственно, да, то есть какие проклятия, если красненьким на своих это бафает, зелененьким на соперника дебафает. Вот, поэтому герой очень интересный и, соответственно, может играть как физиками, так и магами. Ну, вот видите, у меня золотым драконом, потому что гораздо лучше подходит, чем Кирин, ввиду того, что нам нужно повысить выживаемость, так как даже оставшиеся там 30% от стека под бафом первым, да, или с второй меткой там, они наносят колоссальный урон и могут, если сработает удача, 2 хода, он может убить сразу 2 стека. Поэтому герой очень интересный. По талантам, сейчас таланты посмотрим. Ну, как бы основные таланты это сопротивление и харизма, да, которые мне, ну, импонируют в его случае. Также здесь у меня эрозия стоит, ну, с уклоном на то, чтобы его ульта проходила и наносила больше урона, и давалась возможность именно блокировать дальних юнитов. И вот повысил выживаемость за счет таланта жизни. Многие ставят ему силу, ну, так как у него и так за счет бафов и дебафов он очень много урона наносит. Ну, сила, возможно, ну, на мой взгляд, не столь актуальна, как возможность повысить выживаемость за счет там, поднятия жизни. Но тоже подойдет и сила, и снижение урона подойдет, да, то есть, соответственно, понизив силу соперника, плюс проклятие наше, и, соответственно, ну, убить стеки у Леонида будет очень сложно. Тоже хорошо подойдет ему. Вот такие вот таланты. Ну, здесь можно много еще талантов ставить. Разные ребята по-разному ставить. Можно снижение жизни поставить вместо, к примеру, увеличения жизни, да, чтобы больше наносить урона и быстрее убивать соперника. Тоже такой вариант допустим.
Тут уже кто какой тактикой играет или кому что повезет. В первую очередь. Поэтому смотрите сами. Таланты тут больше подходят исключительно каждому игроку под его сборки, под его манеру игры. И, соответственно, тут как бы более индивидуально. Каждый должен подбирать под себя. На этом все, потому что, в принципе, можно растягивать очень много, подходить там, рассматривать разные бои, где что сыграет. Но не буду этим злоупотреблять вашим временем. Всем спасибо.